Всем привет, с вами Деки. Сегодня я расскажу, как сделать лодку из коры, которую делали все деревенские дети 90-х годов, 80-х, 70-х, 60-х и так далее. Вот так вот. Сначала берется кусок коры. Должен вот так вот выглядеть. Это я уже подровнял немного. Делаем немножечко, выравниваем, чтобы все было четко, чтобы были очертания вот такой лодки. Здесь тоже поправлю. Вот, и выдалбливаем аккуратно. Работать с этим материалом надо аккуратно, так как кора, она очень легко подвергается ножу. И вот в этом месте мне пришлось приклеить шпаклевкой самодельной. И вот здесь вот надо было заклеить. Сейчас я покажу вам. Это вот, видите, заклеил все шпаклевкой. Шпаклевка делается из ПВА клея. Добавляется туда пыль древесная, остатки, и вот так вот делается. Вода добавляется, и кисточкой аккуратно наносится. Кисточку не забудьте потом положить в какие-то растворители. Вот, теперь с помощью вот этих вот инструментов надо доводить все до ума. Все вот это днище. После нескольких минут шлифовки, зашкурки, он стал вот такой днище, стал немного ровнее, нос стал. Внутренности такие нормальные стали. Вот, залакинирую и плаваю. Неплохо она плавает, дырки не сочатся. И вот таких вот лодочек можно сделать сколько угодно. Вот это вот я делал давненько и не знал, как, короче, тут дырка есть, вон. Видите, просвечивается. Дырень вот здесь. Так что она плохо... Не, плавает 30 секунд, а потом топится. Такие вот получаются лодочки. Сейчас я так сделаю. Это тяжелее будет. Маленькая осадочка. А это я подобрал нормальную кору. Думал сделать байдарку, но нет, получилась вот такая вот быстроходная лодочка. Это такая нормальная, а это быстроходная. Еще сюда 2 спички и вообще четко будет. Раз, два и здесь. А здесь не надо тупо плавать, такая быстроходная лодочка. Осадка у нее побольше, да и вместимость будет побольше. Ну вот и все. Вот можно сделать вот такие летом, чтобы развлекаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Доки, Доки. И всем удачи, всем пока. Пока-пока.